Следующее, что я хочу показать, такие горы, как в Калифорнии, Аризона, там в Америке, ну, кстати, не только в Америке, в Европе тоже есть такие горы, в Италии. Вот такие горы, они красноватые, и вот где они такие вот очень много таких у них вершин, вот видите, вот с кактусами, типичные вот эти вот горы, такие они оранжевые, красные, вот. И я хочу показать немножко другую технику, как можно писать веерной кисточкой такие горы. Вот. То есть теперь нам нужно, если в первом нашем учебном рисунке, где мы рисовали снежные горы, тут такой синий-коричневый подмалевок, во втором более коричневый, а в этом у нас такой будет красноватый. То есть тот же мишунг, тот же состав, коричневый, темно-марс коричневый, сиена, но уже больше теперь у нас идет краплака, то есть более красная. Можно даже немножко синего добавить, чтобы такой фиолетовый был. Больше красного, чуть синего. Вот, опять-таки можно плоской кисточкой делать. И давайте, ну вот я вот отсюда начну, повыше их. Допустим, даже вот можно еще покраснее чуть-чуть. Какие-то такие угловатые. Такими они как длинными вытянутыми столбиками, форма типичная. Здесь вот еще одна вершина такая. Вот кисточкой поэтому удобнее. Здесь, конечно, мастихина, первый контур не очень удобно делать. Кисточкой здесь намного легче работать, потому что она более подвижная. Вот. Опять я возьму сейчас кисточку побольше. И подтяну вниз. Нашу красочку.
удобнее. Чуть-чуть потемнее сделал, потому что примешалась со светлой голубой нашей и немножко потерялся свет. Тень потерялась. Чуть-чуть потемнее. Вот, и теперь я возьму мою веерную кисточку. И одну сторону сделаем опять светлее. Сделаем опять-таки свет у нас будет с правой стороны, тень будет с левой. Вот, я добавляю немножко белил, чтобы такой светло-розоватый оттенок получился на свету. Можно даже немножко желтого охры. Вот, довольно такой светло-розовый оттенок. Вот. И опять-таки вершины, как мы уже говорили, всегда делятся на половины. Ну вот начинаем уголком нашей веерной кисточки. Даже можно еще посветлее сейчас. Контраст не сильный такой вышел. Такими как бы процарапывающими движениями. И немножко рукой так надо дрожать, чтобы волны такие получались. Вы сами себе уже подбираете технику, которая вам будет удобна. Кисточкой, возможно, вам покажется легче. Однако здесь совсем другой эффект получается. Здесь нету таких каменистостей. Так, следующее.
Вот такой средний тон. Сейчас можно еще немножко осветлить и кое-где добавить желтизны. Больше желтого с красным. Чем больше оттенков у нас на горах, то есть вот если я сейчас еще раз кое-где более светлым сделаю, тем горы будут выглядеть более натурально и красивее. Вот опять-таки красный, теперь желтый белила. Такой более оранжевый оттенок сделаем. Да, можно еще даже посветлее. Вот уголком веерной кисточки. И подрагивая, немножко поддергивая кисточку с рукой. Розово-желто-оранжевые тона. Видите, то есть где-то побольше света, где-то поменьше. Где-то в желтый, где-то в розовый уходят. Вот, ну теперь можно добавить немножко вот к нашему замесу первому, да, вот, который был коричнево-красноватый, немножко побольше синего и уйти немножко в фиолетовый. Если я добавлю голубую ФЦ вместе с краплаком и белила, то можно получить такой лавандовый цвет. Вот сейчас он в сторону синего у меня. Вот если белила добавлю, вот видите, получился такой фиолетовый оттенок чуть-чуть.
Я вначале вот сделала как бы немножко потемнее вот здесь замес, здесь немножко посветлее. Тоже 2 раза тень можно пройти. Вот и уголочком кисточки вниз по направлению наших гор. Делаю тень. Уголочечком аккуратненько. Такими короткими мазками. Вот, чуть-чуть теперь можно посветлее вторым замесом. Фиолетовый, но чуть побольше белил. Кое-где более светлые пятна сделать. В теневой стороне. Такие более элементарные легкие горы при помощи кисти. Так, тут желательно помыть кисточку, конечно. И еще раз пройти по коричневым тонам. Розовым, коричневым. Кое-где розовинки. Краплак с белилами. На закате обычно они такие розовые, эти горы. Вот.
Вот и опять я сделаю немножко туман снизу. Чистой кисточкой. Сделаю подножие такое у горы в тумане. Ну и давайте, наверное, сделаем такое, типа мини-картины, что ли, как бы дополним дальше наши горы. То есть, видите, да, на фотографиях, когда эти кактусы, то есть обычно тоже земля тоже такая пустыня, желто-коричневая, но зелень все-таки где-то есть. То есть вот кусты зелени, видите, да, то есть она зеленая, но снизу у нас такое коричневое. Пусть уж будет что-то здесь у нас из этой горы образно можно сделать такую даже вот мини-картинку для обучения, для повторения. Вот, давайте заполним дальше нашим красно-коричневым, как вот горы были, красно-коричневые, и охру можно взять. Вот, и давайте сделаем здесь немножко землю. Вот здесь, видите, у меня был холст порванный, я его заклеила с той стороны. Теперь рисую. Использую такие холсты для ученических работ, которые не жалко. Вот, можно, конечно, сделать немножко, соединить наши горы. Вот, видите, да, типа дорожки идет, вот туда соединяется. Вот мы немножко соединим их сейчас. Сделаем немножко зелени и кактусы. То есть вот, например, даже вот так вот сделать только синий фон, темный сзади, темно-синий, как вот здесь, как луна, видите, вообще такой темно-синий, не так много. И вот здесь вот эту луну сделать прям пальчиком, как я солнце показывала на самом первом уроке, когда мы вот море с солнцем, да, то же самое, только там синий с белым. И вот здесь немножко трава, кусты и кактусы, и вам получается вот такая вполне себе очень хорошая миниатюра, картина для обучения. Эта картина с горами, с травой тоже. Немножко сейчас тоже можно доделать, сделать тоже маленькую мини-картину, чтобы не было у вас просто так холсты в никуда тренируешься. Хотя, как я уже говорила, можете оставить такие холсты с образцами тренировочные. А можете сделать из каждой горы, из каждого учебного такого кусочка сделать полноценную картину. Так, верная кисточка.
есть я по ходу решила все-таки делать такие ученические мини-работы на повторение. Так. Просто немножко я соединяю вот этот низ. С карой. Так. По направлению к горе, как бы наверх движение. Вот. И давайте сейчас возьмем какую-то щетинку полукруглую, как я говорила, или круглые. Вот, полукруглые какие-то. Или даже круглые, ну вот разных размеров, да, какие-то круглые. И давайте сделаем немножко травку. Возьмем травяную зеленую и немножко сиены или марса коричневого. Сделаем темно-зеленый такой замес. Марс, сиена. Потому что трава все-таки такая пожженная, не сильно зеленая, а такая немножко зелено-коричневая должна быть. Там все-таки жарко. Вот, и так открываем кисть, стучим кистью, любой кистью, полукруглая ли это или круглая. Вот стучим. И давайте, даже потемнее можно первый слой. Потому что тут прям какие-то кусты, кустарники непонятные, сухие у нас. Вот здесь вот, да, кстати, вот здесь прям такие большие кусты. На фоне их такие кактусы. Вот можно даже так сделать будет. Сейчас давайте сделаем вот отсюда такие большие кусты. Темно-зеленые. Коричневый, марс-коричневая, травяная. Сиена. Вот они вниз вот так идут на фотографии. То есть стучим кистью. Это уже потихонечку тоже такие кусты элементарные. Заодно потренируемся. Какой-то
Типа дерево, что ли, будет тут. Вот, давайте подтянем. Сейчас возьмем щетиночку. И подтянем снизу немножко наши кустики. Пусть вот они так как-то неравномерно растут. Такую темно-коричневую тень. Сейчас немножко света давать. Вот охра с белилами, чуть-чуть света дадим в центре. Теперь можно немножко процарапать. И возьму сейчас мастихинчик. И так как у нас белая еще мокрая, прям вот мастихинчиком побольше таких стволов. Можете побольше смело процарапывать. Потому что нам нужно будет немножко сейчас осветлить. Теперь я опять возьму эту же щетинку и чуть-чуть более светлой краской нам нужно будет сделать чуть-чуть осветление. Да, ну тут обычные какие-то такие немножко желтоватые эти деревья сверху, но внизу достаточно темные. Вот, я возьму сейчас еще немножко охры. Белила. Чуть-чуть посветлее сделаю. Коричневого Марса. И опять-таки стучу, открываю мою кисть, чтобы на каждом волосике у кисти была такая точечка с краской. И начинаю верхушки осветлять. Оставляю везде промежуток с темной краской. Обязательно тень. То, что мы первый слой сделали темный. Здесь, конечно, щетинки нужны. Там даже, я смотрю на фотографии, есть розоватые такие, красноватые деревья, кустики. Сейчас мы сделаем.
Краплак и охра чуть-чуть. Вот краплак с охрой. Чуть-чуть белил, чтобы видно было. Стучим. Давайте вот внизу где-то, ну, примерно такой тон, как горы получиться должен. Такие сухоцветы. Ну и опять зеленый, желтый. Охра. Главное открытой кистью. Постоянно стучать, стучать и стучать по палитре. Такие коричневатые оттеночки. То есть сильно зеленое не делаем. Не забываем, что это у нас пустыни такие. Даже сейчас я возьму плоскую кисточку. Ну вот щетинка плоская. И вот можно типа такой охристой травки немножко. Как бы по направлению к центру все делаем. Линии. Если слева идем вправо к центру, а справа тянем нашу травку ближе к центру. Вот, ну давайте сделаем кактус. Так, здесь, конечно, желательно какую-то или круглую, или такую для контуров у кактуса кисточку не сильно растрепанную. Желательно или круглую, вот, или какую-то круглую, или плоскую небольшую. Так, кактус у нас опять-таки тоже темно-зеленый, Марс коричневый темный, плюс травяная зеленая. Вот и они у нас прям вот эти кактусы. Можно вот так, чтобы на небо заходил немножко. Вот здесь где-то поставить. Вот здесь. Прям несколько штук. Вот, где-то такие как столбики просто они прямые. Где-то с такими с ответвлениями. Вот. Ну, давайте сначала нарисуем такие наши столбики. Давайте вот отсюда. То есть сверху такой полукруг должен быть закругленный. Вот снизу они такие немножко, даже не снизу, вот они к середине, смотрите, снизу они более узкие, чем вот здесь, в этой стороне. То есть они таким бочоночком. Здесь шире, внизу уже и наверху уже. То есть немножко расширяем вот здесь их.
Все отсюда. Ну, давайте мы сделаем вот такие ответвления. Не забываем Ван Дайк или Марс коричневый темный добавлять в зеленый. Какие они большие, конечно. Ну и в другую сторону одну сделаем. Кстати, я вот сейчас обратила внимание, что вот эти ответвления у них, в принципе, они все на одном уровне идут везде. То есть вот отсюда, ну вот здесь есть, видно, здесь пониже, а здесь повыше, да. То есть можно все-таки и повыше одну сделать. Так. Давайте здесь еще один. Он как бы подальше стоит, значит он будет чуть-чуть поменьше. Но остановиться невозможно. Здесь, конечно, кактусов вы можете делать сколько хотите. Давайте покажем немножко побольше глубину. То есть вот сюда как бы проход, поэтому здесь будут кактусы меньше. Мы еще добавим глубины в картину. Чтобы не были все одного размера и на одном уровне.
Вот, ну теперь можно немножко процарапать, конечно, желательно щетиночка какая-то тоненькая, вот узенькая, чтобы она вошла, ну, не сильно за края выходила. Ну вот я сейчас плоскую попробую. Охру и белила чуть-чуть светлую. Вот это вот немножко толстоватая кисточка. Здесь, конечно, вот лучше какую-то тоненькую круглую щетиночку. Слышите, да, как я процарапываю прям? Вот, теперь можно взять какую-нибудь тоненькую и чуть-чуть более детально сделать вот лайнер. Где-нибудь пару прям таких тоненьких линий. Темных, светлых. Вначале немножко пару светлых. Сейчас можно темное. Немножко линии. То есть поиграйтесь немножко светлой, темной линии. Так, сделаем нашу травку.
Конечно, у этих кактусов есть кактусы вот такие вот. Одни с иголочками, одни нет. Но они настолько маленькие, эти иголочки тоненькие, что если вы не уверены, я не советую вам их рисовать. То есть, если вы, то есть вы можете запортить немножко. То есть прям совсем тоненькие, маленькие. Если у вас нет такой тоненькой кисточки, я бы оставила без иголочек. Ну, их буквально там всего несколько штук. Прям как волосики. Тоненькие, тоненькие, тоненькие они должны быть. Так, чуть-чуть прикроем. Ну и пару травиночек можно. Для этого возьмем немножко, добавим разбавителя в нашу краску. Вот, и сделаем ее такой жиденькой-жиденькой. Тут уже смотрите сами, более светлая или темная трава. Можно и темную, и светлую делать. Главное, чтобы был контраст с нашим вот этим фоном. Ну, сейчас я немножко с белилами. Здесь можно немножко темно-зеленую травку. Потому что тут, конечно, кустарники на фотографии совершенно разноцветные. И светлые, и темные. Травку я обычно всегда делаю к центру. Опять-таки все по направлению к центру. Так, здесь я, наверное, все-таки сделаю какой-то проход. Проход вот туда, в дорожку. Будет красивее. Как будто туда вот у нас идет между дорожка. Охра, белила. Ну, чуть посветлее.
Вот такая картина у нас получилась. В принципе, завершенная картина. Такая пустыня, то есть легко. Здесь, конечно, можете и солнце сделать, если захотите. Солнце или даже как вот луну. Так еле заметно. Просто на палец белила взяли и поставили точечку. Вот, получилась завершенная картина. Ну вот здесь у нас еще кусочек места остался на холсте. И давайте я чуть-чуть покажу еще, как мастихином делаются камни. То есть принцип тот же, но многие как-то боятся камни делать. И, возможно, немножко отражения воды, чтобы вот из этой картины, из этого кусочка тоже получилась такая мини-картина. Вот, то есть дома можете вы сделать даже мини-картину опять-таки. Вот, сделали мы траву, снизу у нас зеленая, синяя, уже как вода, в принципе. Вот, самого изначально. Вот это у меня кисточка сейчас, которую я покрывала жидкое белое. Я сейчас, наверное, возьму чуть-чуть потемнее синий с белилами. Посмотрю, вот потемнее. Ну, пусть у нас вот эта картина. Здесь я не буду уже трогать. Пусть небо останется у нас. А здесь сделаем такое вот, как вода, отражение. То есть, в принципе, это на всю длину делать, но я покажу вам здесь. Пусть вода немножко будет темнее, чем наше небо за горами. Так, до дерева сделаю. То есть я вам оставляю как бы идеи, даю идеи и даю вам свободу творчества. То есть вы можете уже сами придумать из этих элементов целые картины. Чуть-чуть сделаю потемнее. Ну, если здесь сделать отражение сразу в воде, как будто это вода, ну как-то не выходит, что как будто вот обрезанное. То есть должен быть бережок какой-то перед рекой, то есть какие-то камушки можно, травку, сделать пару кустиков здесь, тоже, чтобы вот они плавно отражались. То есть я хочу вам еще показать отражение в воде, так как горы далеко, они в воде, возможно, даже и не будут отражаться, то есть отражаться будет только вот прибрежная часть. Вот, поэтому я возьму сейчас щетиночку и нарисую какие-нибудь пару кустиков опять. Вот, опять Марс коричневый темный и ливандик прибавить, смешать вместе с травяной зеленой, вот темно-коричневый с травяной зеленой, первый слой делаем темный. Вот, и допустим, вот здесь у нас какие-то кусты растут. Я кусты, конечно, еще деревья, еще раз буду все конкретно вам рассказывать. Сейчас вам просто такие идеи.
То есть сильно не рассказываю, не расписываю, потому что, ну, элементарные различные виды я пока не буду показывать на этих картинах. Просто хочу, чтобы вы поняли, что из каждого элемента можно сделать будет свою картину, проявить свою фантазию. Ну, пусть вот. То есть сначала делаем вот такие формы. Смотрите, видите, то есть я делаю их не прям в шахматном порядке. Они у меня разного размера, разной формы, разный промежуток между деревьями. Не делайте все одинаково. Первый слой всегда делаем темно-зеленый. Ну, пусть вот там. Возьмем лайнер, сиену там с белилами, чуть-чуть с разбавителем. Ну вот сделаем на больших вот этих вот несколько стволов. Можно сделать темные стволы, темно-коричневые, можно светлые. Здесь уже смотрите от того, насколько темный первый слой у вас. Вот я сейчас взяла темно-коричневый Марс. То есть можно и темным. Главное, чтобы их было видно. Можно процарапать, сейчас покажу тоже светлые. Вот. И снизу, что важно, делаем также параллельно. Только смотрите, краски должно быть очень мало. На воде, вот здесь, это у нас уже как бы вода. То есть если здесь примерно у нас вот такая высота дерева, то и здесь вот до сюда должна быть тоже тень. Только смотрите, очень тоненько, потому что нам нужно смягчить потом будет нашу тень в воде, отражение. И должно быть краски, ну прям совсем чуть-чуточку. Покажу сразу, как делается отражение. То есть вот здесь примерно вот такой высоты. Здесь мы еще бережок сделаем, поэтому как бы можно даже и подлиннее тень сделать, потому что мы сделаем бережок.
теперь можно взять мастихинчик и немножко давайте сделаем вот этот бережок, землю здесь. Возьму сиену, немножко Марса коричневого и чуть белил. Такой мраморный опять-таки оттенок сделаю. Вот. Прям такой тоненький ролик. Ну там практически, ну просто вот так туда-сюда поехать мастихином. Вот. И сделаем вот по направлению к центру опять-таки я хочу. То есть я как бы представляю, что это отдельная картина. У меня будет здесь, это центр у меня картины. То есть это 30 на 40 выходит отдельная картина прям. Потому что у меня весь холст вот, до сюда 60 сантиметров, а это ну практически больше, чем 40 сантиметров даже. Вот, и короткими мазками такими по направлению к центру сделаем. Вот здесь я, например, сделаю разный уровень. Вот здесь таким темно-коричневым, вот маленькой стороной покажу вам пару камушков. Сначала темно-коричневый. Один камушек в воде. Здесь можно где-то наверху еще один. Вот тут таких два камушка пусть будут. Но здесь, наверное, все-таки тоже я сделаю такой уровень воды будет, ну вот по закруглению. Ну, здесь какой-нибудь тоже камушек. То есть бережок, край берега видно будет. Вот, смотрите, теперь давайте сразу я немножко сделаю отражение. То есть вот плоской кисточкой нам нужно и в воде сделать отражение камушков. Только очень тоненько. Я эти камушки еще осветлю, но в воде я их сделаю потемнее. Здесь будет тоже. Ну, то есть здесь еще один. Чуть выше линии горизонта. Такой камушек. И опять-таки чуть-чуть вниз таким же треугольничком. Должно быть отражение. Отражение, опять-таки говорю, очень тоненькое, потому что нам еще с ним работать. Лишнюю краску убираем. Вот такой вот камушек. Ну, теперь можно взять какой-нибудь маленький мастихинчик. Или вот маленькой стороной квадратного мастихина.
Вот, или просто маленький, сейчас я какой-нибудь, такой более-менее остренький, потому что камушки все-таки они такие маловатые. Ну, и если это у нас как бы одна картина выходит, да, общая с горами, то свет у нас идет на этих горах с правой стороны. Значит, и на камнях тоже с правой стороны должен быть свет у нас. Вот. Сейчас покажу. То есть, так как свет у нас вот отсюда, то и на камнях должен быть такой же свет с этой же стороны. Ну, то есть, опять сиена, охра, немножко светлые. Такие коричневые тона. Вот тот же оттенок, что и горы. Ну, давайте вот чуть-чуть, легонечко я одну сторону. Камушков. Так. Здесь тоже камни какие-то. Вот, ну теперь надо немножко темную сторону. Вот Марсом. Сиена, вот чуть-чуть тень дает больше. То есть, когда такие маленькие камни, тут, в принципе, просто тень и свет показывает, и все, больше ничего здесь такого нету. Две стороны. Здесь, конечно, ну, такие маленькие камушки, развернуться не особенно, но мы еще поучимся камни делать на других работах. Где еще посветлее такие вот. Блики. Здесь, конечно, кисточкой опять-таки чуть-чуть свет в воде. Ну вот, теперь я возьму, ну вот, можно эту веерную кисточку. И нам нужно верхний край у нашего линии, вот это вот, чуть-чуть смягчить. То есть верхний коричневый вот этот край. Я делаю как бы вот зеленую травку на нем. А снизу мы сделаем линию воды. Так, это я смягчила. Так, давайте немножко еще осветлим наши деревья.
Конечно, их можно чуть-чуть посветлее сделать или чуть другого тона, чем наши горы, чтобы они немножко отличались. Вот я сейчас возьму побольше кадмия желтого с белилами, немножко с охрой. Вот практически один и тот же тон. Вот. Все-таки надо или в зеленоватый, или в желтый уйти, чтобы лучше был контраст. Нет, все-таки надо. Сейчас я посмотрю. Охрой. Да, вот все-таки охрой. Лучше, чтобы не сливались деревья с травой на заднем плане. Немножко охристые или зеленые тона. Вот можно травяную зеленую с желтым. Такие зеленоватые кустарники. Сейчас немножко опять охристых. Охра с краплаком можете смешать, тоже такой охристый тон появляется. Вот, и что немаловажно, опять-таки немножко в отражении этих же оттенков. Если это охристый, то охристый немножко тон в отражении. Очень тоненько. Здесь, если так, сейчас я еще охристый здесь сделаю. Там, где зеленый, то есть отражение тоже должно быть вот здесь зеленоватое. Здесь тоже зеленая. Вот, ну, теперь такой самый ответственный момент, скажем так. Нужно подтянуть немножко, даже можно здесь кое-где такие процарапать. То есть, если здесь наверх идет вот буквой ФАУ ствол, то вниз он точно так же должен идти вниз. Также оттуда же наш ствол, как и наверху. И тоже ФАУ, только вниз смотрит. Вот такие. Кое-где еще раз процарапать наши стволики, если мы их потеряли. Вот, теперь чистой кисточкой, главное, вообще без нажима, аккуратненько нам нужно подтянуть краску вниз. Аккуратненько камни, смотрите, там толстая краска, не потяните сильно. Можно прочищать кисточку, если чувствуете, что много уже краски. Так.
можно вот так уголком, если тоненькое место где-то, видите, то есть я работаю только одним уголочком. Вот, и теперь вот она, конечно, у меня здесь широкая кисточка, но сейчас отмочу какую-то чистую кисточку. И вот слева направо тихонечко. Так, жесткая. Ладно, ребрышком. Перемешаем наше отражение. Вот, и возьмем мастихин, нашу жидкую белую красочку, то, что с льняным маслом мы разводили изначально. Вот. И я вот прям на мое ребро беру. Или на большую, или на маленькую. Но я возьму на маленькую сторону. И провожу по моей краске вот так. И беру как бы на ребро немножко эту краску. И сделаю линию воды сейчас. Такие тоненькие линии. Очень важно, чтобы все эти линии были параллельно горизонту. Вот смотрите, вот здесь у меня берег заворачивается. То есть линии у меня не должны быть кривыми. Оно должно быть со ступенями, но всегда параллельно горизонту. Каждая линия параллельно горизонту. Это большая ошибка, если вы будете эти линии криво рисовать. Они могут быть как бы ступенями, выше, ниже, но параллельно горизонту. Так, под камушком делаем. Отражение. Я прям режу. Вот сейчас я давлю на мастихин. Вот можно убирать, если толсто получилось. Вот чуть-чуть провести рядом по этой же линии и прочищать бумажкой немножко. Как бы вот я прочищаю, и линия будет тоньше. То есть, видите, у меня тут берег такими ступенечками. Здесь выше, здесь он такой уступчик. Видите, как часто я линию провела, беру краску, линию провела, беру краску.
Не спешите, потихонечку, никто вас не торопит. Ну, пусть такой камушек здесь. Здесь немножко не ложится линия, потому что кантик от подрамника выше. Вот куда-то идет такая бухточка. Вот так точно так же, видите, камни можно сделать, как делали мы горы. Сейчас я немножко отъеду. Вот вам получился, то есть если вот так обрезать, вот у вас вода внизу и целая готовая картина. Вот что у нас сегодня вышло. Вот такие картины получились, то есть вот готовые пейзажи. Даю вам время для того, чтобы сделать такие картины. Можете сделать свою композицию, естественно. Здесь можно какое-то большое дерево или здесь сделать. Вот, то есть все на ваше усмотрение, как идея. Но видите, из любого из этого точно так же можно сделать белоснежную, потянуть снизу снег и пару деревьев со снегом, и зимняя картина получилась бы. То есть тут, в принципе, из этих гор можно сделать целых 3 картины. Вот так, я думаю, видно. Сейчас я немножко приближу. Еще раз на камушке. Видите, да? То есть линия воды вот здесь не криво у меня идет, а все параллельно горизонту. Сейчас, может, немножко камера криво, что ли, стоит. Линия горизонта немножко сдвинулась, но она вот параллельно у меня. Вот. Еще с крупным планом эту картину. И наши первые снежные горы. Немножко коричневые. Вот такой снег.